Мобилизация в столице завершена. Все, свободно. 50 метров трубы испарилось нахрен. То рукотворь это. За 150 тысяч долларов получить армянский паспорт. Молодцы, подсуетились. Zara Home, там, Paul Bear, Gucci Gabbana. За 1 миллиард. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет, друзья! Это новый выпуск экономических новостей на канале Игоря Рыбакова. Обсудить есть что, поэтому начинаем. Главная и трагическая новость сегодня не про экономику. По меньшей мере 13 человек погибли, в том числе 3 детей в результате падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске. 19 человек ранены. Вот эти вот все новости, которые в лентах у нас каждое утро, вот я смотрю, я не знаю, мы живем в каком-то сейчас фильме, такое ощущение, что мы переселились в фильм «Апокалипсис». Вот и все. Уголовное дело после падения самолета в Ейске возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Бортовые самописцы изъяты, образцы топлива с аэродрома изъяты, персонал аэропорта допрашивается, летчики, которые успели катапультироваться, тоже допрашиваются. В общем, следствие пытается разобраться, что там случилось. Но я хочу сказать не о том, кто виноват или что там следствие найдет и так далее. Люди пострадали, кто-то погиб, сейчас люди в больнице лежат, следует им оказать поддержку. Ну и, конечно же, людям, которые потеряли квартиры, необходимо предоставить за счет государства, так сказать, новое жилье. Я очень на это надеюсь. К экономическим новостям. Нарастает изоляция для граждан России. Например, Германия ужесточила визовый режим, и, как пишет РБК, со ссылкой на осведомленные источники, при подаче документов на визу теперь требуются финансовые гарантии. Какого рода? Выписку из банка, действующего в странах-членах ЕС. То есть из Сбербанка, из ВТБ и так далее недостаточно. Теперь надо иметь счет где-то в ЕС и так далее. А как же его открыть? Банки ЕС эти счета не открывают. Однако не расстраивайтесь. Вот в следующей новости я расскажу, как выкручиваются расторопные россияне и как вы тоже можете сделать. Продолжаем тему. Визовый режим Грузии с Россией, возможно, придется пересмотреть, заявил президент Грузии. Отмечу, что безвизовый режим с Грузией у России с 2012 года. И сейчас по действующим правилам гражданин России может 365 дней жить без визы в Грузии. И теперь люди, которые там зависли или там частенько бывают в Грузии, наверное, испытают сложности. Отмечу, что заявлений на самом деле было много, визы ввести и так далее. А вот сейчас заявил об этом президент Грузии. Наверное, грядут изменения, так что, ребята, готовьтесь заранее. И вот одна хорошая новость, как сказать хорошая, Армения предлагает всем желающим получить гражданство за инвестиции в армянскую экономику. Паспорт Армении обойдется в 150 тысяч долларов. Вот смотри, если у тебя есть лишние в заначке 150 тысяч долларов, ты можешь их раз заплатить и получить армянский паспорт. Нормально. Что такое армянский паспорт, что он дает? То есть на самом деле за 150 тысяч долларов можно получить много какие паспорта, но армяне в данном случае ведут себя очень предпринимательски. Молодцы, подсуетились. Россиянам сейчас мало кто дает паспорта, а армяне говорят, а мы даем. Для желающих получить какой-то паспорт, кроме российского, это, наверное, хорошее предложение. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Но 150 тысяч косарей на дороге не валяется. Продолжаем экономические новости. Что-то картами МИР вообще нигде уже нельзя почти расплачиваться. Вот 2 киргизских банка отказались тоже обслуживать карты МИР. Я уже сообщал о турецких банках, о вьетнамских банках и так далее, но, видимо, карточная система МИР будет замкнута пределами России. Тем временем, все больше и больше россиян ищут какие-то возможности, как заполучить MasterCard, Visa-карты и прочие карты, которые работают за рубежом. В России стали появляться агрегаторы удаленного получения заграничных карт Visa и MasterCard. За 2,5 месяца такой агрегатор, один из них, выдал 3500 карт. Услуга обходится достаточно дешево, в кавычках, 1000 или 2000 долларов, Поэтому, если вы хотите все-таки карточку, которая работает за рубежом, добро пожаловать, вам ее, конечно, выпишут. Однако вы можете наткнуться на мошенников, и тогда ваши 1000 или 2000 долларов улетят на помощь, так сказать,
хитрожопым, так сказать, самураем. Ребята, не путать честных предпринимателей и бизнесменов, да, с хитрожопыми самураями, цыганами, которые на вокзалах отымают деньги у доверчивых зрителей. И в этом месте уместно напомнить, чтобы не попадаться в лапы мошенников, чтобы быть в безопасности, чтобы поправить свои доходы, приходи на интенсив, на мой интенсив, который я веду со своими учениками, да, и получи основу выживания вот в кризис. Ссылка на этот интенсив будет под этим видео. Приходи, регистрируйся, и я тебя жду. А что с иностранным бизнесом? А иностранный бизнес продолжает искать пути отхода. Как уйти, но остаться? Вот, например, «Коммерсант» сообщает, что компания-владелец Zara планирует остаться в России, внимание, таким вот хитрым способом, передав местный бизнес партнеру из дружественной страны. Что это за такие партнеры из дружественной страны? Ну, в частности, сообщаются из Юго-Восточной Азии или из Персидского залива какие-то компании, да, но вот инсайдер говорит, это все-таки компании из Дубая. Да кто же там из Дубая выкупает этот бизнес Зары? Да это наши россияне. Очень многие россияне, да, сейчас переносят центр своей экономической деятельности в Дубай. Ну или другие страны, но в Дубай очень много переносят. И как бы из других стран выкупает вот эти вот иностранные активы. Кстати, неплохой бизнес. Дело в том, что стремительно или быстро выходящие из России там иностранцы, они обычно продают бизнес там с очень большой уценкой, с большим дисконтом. 30, 40, 50, иногда 70%. Ну вот треть цены. Вот. Ну и что? В принципе, неплохая история такая, купить бизнес, который стоит 3 миллиарда рублей за 1 миллиард, да, ну, я знаю, если, конечно, есть миллиард рублей, да, ну, видимо, у кого-то есть. Поэтому, ребят, кто привык одеваться в брендовые шмотки, там, да, вот это Massimo Dutti, вот это Osho, Zara Home, там, Paul Bear. Короче, ребят, я вот эти бренды даже не знаю. Я знаю только Gucci и Gucci Gabbana, правильно? Gucci и Dolce Gabbana. Ребят, я вам так скажу, сейчас наиболее трендово ходить в Рыбаков Стор, ссылка будет под этим видео, да, и затариваться в этом магазине. Я лично гарантирую за качество товаров в этом магазине. Там тоже очень брендовые шмотки, бренд X10 и бренд Рыбаков. Отвечаю. Новости мобилизации в Москве. Неужели все? Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизация в столице завершена. Пункты сбора мобилизованных закрылись 17 октября в 14:00. Появилось огромное количество видео в интернете, где, значит, мобилизованные приходят к военкомату, а им на входе стоит такой вот охранник, это говорит: все, свободны, да? Я вам скажу сейчас то, на что точно следует обратить внимание. Смотрите. Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока все же нет. И Песков заявил, что процесс мобилизации остановлен только в регионах, которые выполнили задание. Поэтому, видимо, Москва и Подмосковная область, которая тоже заявила, что мобилизация остановлена, выполнили задание. А вдруг задание добавят? У меня к вам вопрос. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии вашу версию. А задание для Собянина и для Воробьева может быть увеличено? В общем, следует все-таки дождаться указа президента о завершении частичной мобилизации, и тогда уже подведем окончательный итог завершению мобилизации. Теперь новости подрывной деятельности. Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами сфотографировали разрушенный 50-метровый участок российского экспортного газопровода «Северный поток». Представляете, как 50 метров трубы испарилось нахрен под водой. Я вам так скажу, как физик, это необходимо заложить взрывчатку вот так вот на протяжении всех 50 метров трубы, другого способа нет. Немецкие следователи предположили, что взрывчатка на вот этот участок была заложена с корабля. Короче, вот это судачество, как взорвали и так далее, ну, оно уже однозначно говорит, что это все рукотворно. То есть, ну, не мог сам газопровод вот взять и испариться куда-то, да. Вот. Это рукотворно. И в данном случае, как бы по теории любого следствия, ищут заинтересованных людей, мотивированных. То есть, ну, мотив. В любом преступлении всегда расследование начинается с мотива. У кого был мотив? Вот когда найдут тех, у кого был мотив взорвать 50 метров этой трубы, чтобы, ну, вот окончательно мост, энергомост между Россией и Европой разрушить, вот тогда следствие придет к ответу. Но, видимо, мы с вами при жизни не узнаем,
кто это был, потому что вот так бывает, когда ищешь черную кошку в черной комнате, ее найти не можешь. Кстати, если у вас есть ваша версия, кто рукотварь это? Ну, кто рукотворную вот эту хрень сделал? Рукотварь такая. Кто это все сделал? Напишите мне в комментарии вашу версию. Вот. Возможно, это поможет следователям быстрее нащупать след вот этого ускользающего преступника. В Общественном совете при Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке. А таких, по данным Общественного совета, 1 800 000 человек. То есть люди с низкой квалификацией, да, у них нет опыта, и поэтому обычно девелоперы или застройщики не рассматривают их как людей к найму. Да? Вот и все. Однако я, как человек 30 лет работающий в этой отрасли, так скажу, девелоперам и строителям просто очень сложно с этим персоналом, который не мотивирован, делать ничего не может, а самое главное не хочет. Поэтому если его просто сказать, давайте, делайте, мы вас будем заставлять, давайте так, это на самом деле будет дороже, сильно дороже. Поэтому, смотрите, вот эта мобилизационная экономика, которая начинается с решения, а давайте вот это сделаем и так далее, еще раз говорю, проходили уже 100 раз. Надо делать экономическими методами. Ребята, какие проблемы? Вы хотите, чтобы вам стройку делали? Бабки платите, 200 000. У вас знаете, сколько людей будет за 200 000 на стройке там работать? Вот и все. И обучиться, и за свой счет обучиться, и так далее. Вот этих упоминаний о мобилизационной экономике становится все больше и больше. Поэтому подготовка общественного мнения уже началась и уже идет. Например, ректор РАНХИКС Владимир Мау в Госдуме предложил проработать сценарий внутренней экономической мобилизации. Я сейчас зачитаю некоторые его тезисы и по ходу прокомментирую. Итак, он сказал: такая модель мобилизационной экономики, да, или сценариев экономической мобилизации не противоречит рынку и не означает переход к советским административно-управленческим практикам. Экономическая мобилизация требует, по его словам, ответа на следующие вопросы. Какими будут структурные сдвиги и, соответственно, отраслевая политика? Какие могут быть механизмы их финансирования? Сейчас будьте особо внимательны. Повышение налогов, заимствование или прямая инфляционная эмиссия. Уловили? Все, готовьтесь. Дело в том, что денег-то взять неоткуда, кроме как их напечатать или занять. Кто-то помнит, да, кто постарше и кто читал историю про военные облигационные займы, про какие-то там целевые облигационные займы, про какие-то там займы, когда у населения выкачивают все оставшиеся средства любым образом под какие-то векселя. Векселя, займы и так далее. Вот. Следствием этого будет являться, инфляция, может быть, даже гиперинфляция. Не хотелось бы. Я надеюсь, что наши финансовые власти не приведут еще раз к гиперинфляции, как было в 90-х. Вот. Но Мау тем временем продолжает и говорит, что будет в результате усиление роли государства, специфичный рынок труда и, внимание, институциализация индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Что такое институциализация предпринимателей? Это означает организация предпринимателей, то есть фактически директивное перенаправление усилий предпринимателей в целевые сферы. В общем-то, это не частное предпринимательство будет, а корпоративное предпринимательство. То есть представьте себе, что всех малых и средних предпринимателей делают такими частями госкорпораций. То есть им выдают госплан, задания и так далее, и предприниматели это делают. В общем-то, неважно, как это назови, институциализация предпринимательства лишает основной механизм взаимной сонастройки и подстройки, переводя его в механизм, что есть теперь орган, который институциализирует, то есть перенаправляет, регулирует, то есть регуляция повышенная. Вот и все. Скорее всего, Россия столкнулась с вызовом, когда приходится решать, все-таки вставать на рейсы экономической мобилизации или не вставать, и выбор этот уже, скорее всего, сделан. Сейчас идет активная проработка общественного мнения и такая синхронизация интересов. Дело в том, что даже вставание на мобилизационную экономику не может произойти, конечно же, директивно. Необходимо создать определенных людей, адептов, что ли, которые начнут переводить экономику. Но это делается путем множественных заявлений академиков, правителей, властных людей, предпринимателей, бизнесменов. Поэтому скоро мы увидим целую череду высказываний в Госдуме, в Совете Федерации, администрации президента, из всяких академий и так далее, и видных предпринимателей, что да, такой путь, надо это делать. Вот. Если вы спросите меня, за какую экономику, я вам так скажу.
Мы с вами, кто вот на этом канале, не влияем на данное решение. Да? Наша с вами задача, да, позаботиться о том, чтобы использовать любые обстоятельства, которые бы вот не возникли, да, к своей выгоде. Поэтому на этом канале мы не обсуждаем политику, историю, там, как бы, если бы, да что бы. Нет. На этом канале мы обсуждаем, как каждый из вас мог бы повысить свое благосостояние. Именно поэтому канал Игоря Рыбакова №1 про деньги и бизнес. Ну и давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.